Сегодня у нас с тобой очень уютный и милый референс. Рисуем котика, завернутого в пледик. Честно признаюсь, я этого котика уже нарисовала и уже сняла урок, но у меня что-то пошло не так с камерой, и в итоге придется перерисовывать. Но ничего, бывает. Итак, понадобится нам, как обычно, акварельный лист А5 формата, шершавой стороной наверх, карандашик и ластик. Также линер, у меня это Touch 03. Кисточки у меня это белочка 8 и синтетика 5, а также белая гелевая ручка у меня это Sakura Jelly Roll. Красочки у меня Сонет 16 цветов, палитра, водичка и салфетки. Итак, начинаем мы с построения. У нас референс квадратный, лист прямоугольный. Что мы можем здесь сделать? Ну, во-первых, сам котик у нас может быть чуть-чуть более таким длинным за счет того, что мы здесь внизу больше нарисуем пледа. А во-вторых, сверху мы можем оставить больше места и написать какую-нибудь надпись. Я делала надпись «Хюгге», уют, тепло, комфорт по-датски. Вот, если не знаете, что такое «Хюгге», советую погуглить, прикольная вещь. Дома обязательно должны гореть свечи и пахнуть булочками с корицей. Мне кажется, идеально для осени. Так, по поводу нашего котика. Для начала мы намечаем центральную линию, которая у нас проходит ровно по центру кота. Здесь я делаю то же самое. Ставлю засечку и проверяю. Не попало. Еще раз. Вот так. Отлично, это центральная линия, которая делит нашего котика пополам. Сразу намечаю, где у меня будет самый верх кота и, ну, получается, и пледа. То есть, если здесь плед, где-то здесь вот кот. Да? Даже можно чуточку повыше. Где-то вот здесь плед и вот здесь кот. Здесь будет уголок пледа, а здесь макушка кота идти. В нашем случае вот на референсе плед, кот. И теперь смотрим. Нам нужно найти, где перепад между пледом и телом кота. Это половинка, в общем-то. Вот раз. Ну, чуть меньше половины от макушки. Да? То есть вот смотрим. Раз. Подставляю сюда, как бы получается 2. И еще чуть-чуть до макушки. То есть отсюда до сюда делю не ровно пополам, а чуть ниже. Вот так. Плед, кот. Кота больше, пледа чуточку меньше. Где-то до сюда будет вот у нас вот так вот идти пледик. Теперь смотрим. От этого момента до макушки нам еще нужно найти подбородок кота, чтобы понять, какого размера у него голова. Вот здесь уже как раз-таки будет половинка. Отсюда до подбородка и от подбородка до макушки. Ровно половинка. Так что я вот делю напополам. Можно проверить. Раз, два. Где-то вот, да, вот здесь. Это будет подбородок нашего котика. То есть вот это его мордочка, вот это его грудная клетка, а здесь пойдет плед. Хорошо, смотрим дальше. По форме мордочка кота похожа на такую интересную, даже не трапецию, а такой прямоугольник плюс трапеция. Показываю. Вот здесь у нас так достаточно симметрично. Намечаю раз, щечку вот таким вот. И прямоугольный такой низ, как будто бы у нас здесь такие щечки. Это общая такая схема, абсолютно пока не про кота. Дальше, вот здесь у нас макушка чуть-чуть выше, но практически вот, да, горизонтально. Вот так вот слегка выше выходит ушко. По длине сильно далеко его не тянем, чтобы не оказалось, что это у нас кролик, а не кот. Ушко заканчивается по длине в среднем вот где щечка, да, то есть где-то вот тут оно уже заканчивается. Здесь у ушка я сразу рисую вторую вот такую линию. Это у нас внешняя часть уха. Здесь закругляем и вот сюда приводим. Это у нас внутренняя часть ушка, которым котик слышит. То есть получается вот такой вот двойной треугольничек. А здесь щечка. Приходит неровно угол в угол. То есть вот сюда пришел кончик ушка, здесь щечка проходит. Отлично. Сейчас намечу немножко плед. Смотрю, да, где вот он у меня тут выходит. Вот тут вот уголком вышел. Вот так, и сюда пошел. Здесь, вот отсюда, с этой части, вот у нас прям складочка идет, и котика, щечку прям так нормально прикрывает, да, котик все-таки у нас спрятан в этот плед. Вот так, и сюда вниз идет к вот этому нашему заворотику. Сейчас чуть-чуть так. Так, и сюда более так округло. Угу. Наметила. Хорошо. Дальше смотрю. Здесь вот у нас пошла вот такая форма, тоже идет вниз и подворачивается, да, то есть такая как бы не спадающая и подворачивается. Вот так. Следующий воланчик идет, еще один воланчик. Вот как-то так, можно там чуть пошире. И тут еще маленький такой
уголок. То есть вот в самый низ мы приводим вот эти уголки. Вот у нас первый кусочек пледа готов. Там чуть-чуть потом расширим, каких-то складочек добавим, но в целом масса готова. Тут, смотрю, проходит вот сюда, за ушко прячется, из-за ушка немножко выходит вот так, и потом опять вниз, вниз, вот так вот как-то вниз, а потом на нас вот сюда вот так вот вниз, да? То есть такая достаточно широкая часть. Здесь ниже мордочки выходит уже как бы бортик этой части одеялки, вот сюда заворачивается, и здесь еще пойдет там со складочкой, тоже вот так вот одеяльце торчит. А здесь у нас пойдут такие воланчики, которые мы как бы перекроем друг дружками, складочками, и получится объем. То есть здесь у нас будет темнее, по фактуре светлее. Тут я чуть-чуть добавлю объема. Сейчас. Вот здесь мне нравится, он так не спадает хорошо, а здесь я хочу чуточку добавить такой какой-то округлости, да? Вот сюда, вот так. Вот сюда. Здесь может тоже не такой острый угол, да, а вот как-то оно идет и так прям подворачивается сюда, так округленько. Вот. Вот так, да, ну вот приблизительно вот так у нас котик выглядывает. Вернемся к котику. Посмотрим на его мордочку. Нам, в принципе, нужно нарисовать только его мордочку, потому что здесь у него никаких там лапок, каких-то конечностей, ничего не видно, можно тут расслабиться. Итак, смотрю. Мы знаем, что вот здесь заканчивается у него именно уже подбородок. Это с нижней челюстью. То есть вся часть мордочки будет вот здесь. Смотрю. Нам что нужно найти? Нам нужно найти верх глазок. Если вот так вот по центральной линии от подбородка до макушки выше, чем половинка, да, то есть если половинка где-то здесь, где-то вот тут будут проходить глазки. Еще можно сверить эту линию вот с этим уголком. Сюда куда-то приходит ушко. Вот как раз у меня ушко приходит, вот где-то вот тут будут глазки, да, то есть вот на этом уровне они будут как бы заканчиваться, верх глазок будет так, ну чуть-чуть потоньше линию сразу себе делаю, чтобы она не была такой толстой. Отлично. Также, да, смотрю, вот у меня есть низ глазок и еще носик. Здесь у нас должна поместиться небольшая челюсть, вот такие щечки, так, сразу можно тоже наметить, где-то вот здесь вот накидываю носик, здесь вот переносица носика идет, такая достаточно широкая. Так, и вот как раз-таки сюда заворачиваются глазки. Вот так. Сюда заворачиваются глазки. Вот приблизительно набросала массу мордочки. Здесь подбородочек. Здесь небольшие вот эти наши щечки кошачьи. Такие, да? Носик, смотрим тоже, он такой трапециевидный и достаточно широкий. Сам носик пока наметила треугольничком. Мне этого более чем достаточно. Мне хочется чуть-чуть сделать, во-первых, нос длиннее, поэтому я мордочку чуточку вытяну. Здесь не буду сильно поднимать выше, наоборот, я носик чуть-чуть опущу, чуть-чуть, буквально на пару миллиметров. Соответственно, у меня тут пойдут вот тут где-то щечки, вот тут где-то подбородочек. Все, этого достаточно. Мордочка более округлая такая. Вот так. Мохнатенький котик. Здесь тоже все эти схематичные формы уже можно убирать. Тут тоже, да, у нас пойдут мохнатое ушко. Тут более такая аккуратная, но все-таки мохнатая макушечка. Здесь тоже шерстиночки. Вот так. И теперь смотрим форму глазок. Тут что важно? Важно, что они у нас раскосые. То есть мы их рисуем не вот так, а под наклоном. Вот так. И очень важно раскрытие глаза. Если глазик получится сильно закрытый, кот будет злой. Если сильно раскрытый, кот будет очень удивленный. Поэтому нам нужно что-то такое, золотая середина, чтобы котик выглядел симпатично и по-кошачьи. Да? То есть не вот так, а вот как-то вот так рисуем. Тут я вот отсюда смотрю. Тут этот прогибчик, гладика. Где-то отсюда начинаю. Намечаю. Нижнее веко. Вот сейчас у меня такой достаточно злобный котик получается. Во-первых, близко к переносице глазки намечаю. Надо немножечко разнести глазки.
уголок повыше, нижнее веко более выпуклое. Вот так. Ну вот так котик более симпатично смотрится. Здесь у нас пойдет веко, зрачок, причем зрачок, ну так вот, плюс-минус по центру радужки, и я его больше прячу под верхнее веко, снизу не дорисовываю до конца. Там у нас будет как будто бы кристаллик виден, красивый такой. Сейчас чуть-чуть еще подредактируем наш красивый. Вот сверху можно чуть менее. Сейчас злобненький получается. Надо, чтобы был не злобненький, поэтому раскрываю ярко глазик. Так, носик. Я намечала простым треугольничком, но если присмотреться, он такой больше похож на сердечко. Здесь небольшой прогиб. Тут вот так вот надуваются ноздри. Вот сюда таким сердечком. Ну и по центру разрез. Небольшая вот такая носогубная складочка. И пошли вот наши щечки. Раз. У этого котика они не супер сильно видны. Там прям не могу сказать, что они там сильно расходятся куда-то. Буквально капельку. И не забываем про подбородок. У меня сейчас получается реально серьезный, я бы даже сказала, немного злой кот. Поэтому я чуть-чуть подкорректирую глазки. Для начала сделаю их более раскрытыми. Так, ну это сейчас крупноватый уже. То есть вот ловим характер. Не факт, что получится с первого раза. Стараемся сделать все-таки котика более миленьким. Плюс он у меня еще сейчас такой квадратный. Тоже убираем этот квадратный эффект. Немножко ему тут скруглим мордочку. Так. Это не значит, что мы пытаемся создать портретное сходство. Но все-таки милашку кота рисовать интереснее, чем злобненького. Хотя мне с котами особо никогда не везло, мне всегда попадались злобненькие коты. На моем жизненном пути милашек я особо не встречала. Так, напоминаю про уголки. Так, ну вот, уже мне больше нравится. И смотрю по мордочке, то есть ну, я тут прям так мощно углом наметила, да, но по факту он все равно более такой округленько-мохнатый. Это может быть чересчур брыльки пышные. Ну вот как-то так. Здесь такие небольшие шерстинки. Здесь у нас тоже идут шерстиночки кота. Я их в карандаше намечать особо не буду. Мы их сразу линером наметим. Но в целом вот здесь тоже есть небольшие такие шерстинки. Тут зона для усов. Вот так. Ну и в целом тут еще такие узорчики будут, да, какие-то штриховочки на морде. Такой более мохнатенький. Угу. Отлично. Вот. Так. Ну и возвращаемся к пледу. Посмотрим чуть более внимательно на вот эти складочки. Особенно тут вот в центральной части.
Если здесь более-менее еще так все понятно, у нас есть вот светлый волан, потом вот такая вот часть как бы объема. То есть вот у нас тут светлый волан, потом вот часть такого глубокого объема. Вот так. Здесь точно так же. Сюда подворачивается. Там он углубление. Тут какая-то вот складочка вот эта, да, пойдет вот, например, таким заворотиком, чтобы она была тоже более объемная. Вот. Подворачивается прямо внутрь. Сейчас. Вот так. И здесь вот это у нас одна складочка, а здесь выходит еще одна. И она так на передний план выходит. Так. Тут чуть помягче. Так, ну вот. Вот они как бы у нас и спрятались. Так. Здесь вот этим вот воланчиком заворачивается. Хорошо. Здесь, как я уже говорила, достаточно простая прямая форма. Просто можно чуть ее помягче вот так вот изогнуть, чтобы это все-таки было больше на одеяло похоже, а не на какую-то ломаную фольгу. Так, здесь более тоже так прямо идет. Вот у нас тут хоп. Нет, вот складочка. Здесь так прям оп. Здесь вот складка. Вот так. И вот ближе к глазику у кота проходит эта складочка. Вот так. Вот. Ну вот, котик в одеяльце. Отлично. Вот. Ну и давайте напишем надпись Хёгге. Я ее напишу где-то вот здесь. Не сильно близко к краю, да, чтобы она поместилась. Буквы Г я прям спрячу за нашего кота. Хёгге. Хёгге. И каких-то еще парочку вот таких всплесков можно добавить для композиции. Вот. Сразу можно тоже, да, добавить какой-то объем буковкам, чтобы они у нас были не плоские, а объемные. Вот так. И потом уже их обведем. Добавляю объемчик, смотрю, чтобы буковки друг другу были, ну, как бы похожи, да, соответствовали друг другу. Вот так. Буквочки Г спрятала под кота. Вот так. Здесь побольше, здесь поменьше всплеск тоже. Здесь побольше, здесь поменьше. И можно даже здесь как-то 3. Вот. Отлично. Все, сейчас возьму линер, все это дело обведу, добавлю фактуры деталей и уже будем красить. Так, сейчас обведу те контуры, что у нас уже есть. По коту сразу прохожусь вот такими вот мохнатенькими штриховками. То есть, да, сразу создаю эффект, что он у нас волосатенький, а не просто плоский. Ну, а по нашей вот этой вот ткани вообще расслабленно просто обвожу те контуры, что уже есть. Так, основные линии я обвела, сейчас пройдемся по котику. Ну, как я уже говорила, шерстиночки ему сразу создаем вот такой штриховкой. Сейчас уточню. То есть мы не рисуем коту вот так вот шерсть. Ни в коем случае не обводим все ровным контуром, а потом не добавляем ему вот такую шерсть. Это будет смотреться некрасиво. Вот так тоже не штрихуем. Это плохо.
В идеале сразу по форме, которую мы создали, вот такой штриховкой, то есть такими зигзагами, но по форме, да, то есть у меня эта штриховочка, она прям создает эффект шерстинки, делать ему вот эту всю мохнатость. Где-то менее подробно, где-то чуть более. Вот так. Ну, аккуратненько обвожу глазки. Сразу можно добавлять утолщение линиям. Намечаю тоже зрачки. Мы потом прорисуем блики, все, и он будет такой более мимишный. Когда появятся блики, сразу котик станет веселее. Чуть тоже темнее можно пройтись по контуру носика. Тут, если присмотреться, у него такой прям темненький контур. Бывают такие. Так, перепад на челюсть. Угу. Также можно немножечко подштриховать тут по носику, добавить каких-то шерстинок, да, под глазиками, чтобы создать тоже фактуру, чтобы было понятно, что он у нас весь такой мохнатенький. Здесь у него такие вообще узорчики идут. Тоже можно немножко так добавить. Вот так. И, как я уже говорила, ну, во-первых, здесь у нас тоже складочка. И здесь шерстинки. Тут я уже стараюсь делать более такие длинные, вытянутые, потому что здесь более такая длинная шерсть у кота. Он такой не лысенький, а очень даже мохнатый. Эти шерстинки создаю вот такими волнистыми структурами, чтобы было ощущение длинной, такой хорошей шерсти. Вот так. Немножко можно вот тут. Ну так, совсем чуть-чуть. Мы в цвете создадим все нужные нам объемы, все нужные нам детальки. Хорошо, прошлись. Еще можно создать тут парочку складочек, каких-то таких более активных, прям подштриховать. Проще всего их будет штриховать уже поверх, когда появится акварель, когда мы будем понимать, где у нас что и как смялось и помялось. Но еще можем добавить сразу немножечко вот этой клетчатой структуры. Буквально чуть-чуть, да, то есть вот такими полукольцами я буду вводить узоры на нашем пледе. Белая полоска оранжевая, еще одна оранжевая, под ней более такая серенькая. И здесь одна серенькая, да, то есть вот таких немножко воланчиков можно навести здесь. Точно так же, вот тут идет раз, смотрю, здесь идет где-то вот тут вот серая. Так, и вот она сюда прям с перегибом. То есть у нас здесь как будто бы такой прогибчик. Вот так, да, то есть это не одна сплошная, а как будто бы с прогибчиком форма. Вот так. Какую-то тоненькую полосочку здесь добавим. Вот тут тоже можно добавить полосочку. Немножко придумываем, да, чтобы этих полосочек, может, чуть больше было, чем на референсе. Здесь какие-то тоже полосочки могут пойти. Так, вот в другую сторону подворачиваю, да, то есть, чтобы чувствовалось, где какая складка, куда подворачивается. Здесь точно так же, да, то есть вот туда прям. Вот так подворачиваю. Раз. У меня как будто бы ткань туда, хоп. И вот так. Здесь у нас складочка завернулась. Тут будет более такой темный слой. Ну, а тут снова какой-то вот такой светленький. Вот так. Еще раз, где-то более тоненькие такие полосочки, да, стоит сделать. Вот так, вот так. Ну, как тут. Где-то более широкие. Вот тут еще такая серенькая может пойти.
такими полукольцами. Все, отлично. Убираю весь лишний грифель и начинаю раскрашивать. Так, ну поехали. Первое, с чего я начну, это котик. Он у меня будет более такой коричневато-фиолетовый. Беру жженую умбру, немножко добавляю фиолетового. Даже нет, даже все-таки охры чуть-чуть. И фиолетового, чтобы цвет получился такой более серенький, такой более холодный. И прохожусь по коту. Значит, где? Для начала создаю объемы, да, чтобы вот под челюстью было, под мордочкой было потемнее. Ближе к нашему пледу тоже создаю более такие темные оттенки. На мордочке точно так же. Вот эта сторона морды, она более темная. Поэтому я прям вот тут вот под плед прячу немножко. Вот тут тоже пойдет тень. Ну и в целом по мордочке, где еще? Вот тут вот за носиком, за глазиком. Немножко на самом носике. Так. Ну и тут немножко на щечке. То есть не сильно я заполняю тенью, во-первых, морду. Во-вторых, я еще пока шерсть не прорисовываю. Я создаю именно вот такие как бы подтенения, общий объем. Так, охра плюс фиолетовый. Еще вот сюда больше тени добавляю. Вот сюда. Потому что прячется под пледик. Ну и, соответственно, выглядит чуточку темнее. Так, хорошо. Легкий такой тон наметили, пока достаточно. Смотрю дальше. Что еще у нас здесь? Кармином, небольшим таким розовато-охристым, кармин плюс охра, пройдусь внутри ушка, вот здесь, чтобы оно было более розовенькое и миленькое. И также этим цветом можно пройтись в носике, охра плюс кармин, чтобы носик такой получился тоже с розовинкой, миленький такой. Не очень ярко, но с розовинкой. На вот эту часть носа я добавляю охру, прям ярко, значительно. Немножко под глазики даже можно добавить. Пусть себе растекается, как цвет такой шерсти. Ну, в основном на носу. Вот здесь более такой охристый оттенок. Прям вот тут может быть поярче. Так. Хорошо. И еще сейчас подсохнет сам котик, его мордочка и шерсть. И можно будет заняться глазками и потом уже детализацией. По пледику. Что по пледику? Я беру для начала жженую умбру. Да, такой теплый цвет. И для начала создам просто объем. Можно немножко желтенького добавить. Полупрозрачный тон. Я просто постараюсь завернуть немножко наш плед, сделать его объемным. То есть он с одной части у меня будет более такой беленький. А тут я чуть-чуть вот так вот добавляю по правой стороне тени. Вот здесь тоже, да, у меня будет более темная часть вот тут. Смываю кисточку, размываю, вот чтобы на этом воланчике было больше света, а здесь больше тени. Так, вот тут тоже, да, чуть-чуть подтеняю возле кота, чтобы сам плед был уютный, теплый. И вот тут вот в складочке то же самое. Потом добавим больше пигмента, больше теней, оттенков, пока просто создаем легкую такую подложку. Так, чтобы пледик казался уютным. Ну и здесь, само собой, тоже. Вот так. Отлично. Он уже чувствуется объем, но еще пока без детализации. Хорошо. Тоже жду, пока подсохнет. Вот можно вернуться к котику, посмотреть, где тут как охра растеклась. Может немножко помочь разбежаться по мордочке. Вот на
Усики вот на эти лучше сильно не заходить краской, они все-таки должны остаться беленькие. Носик вот тут более охристый. И теперь цвет делаю такой коричневато-серый. Я возьму сепию, например. Можно немножко фиолетового в эту сепию добавить. Вот так, чтобы он был более холодный. И начинаем проходиться уже более такими теневыми мазками. Вот тут. Как-то по шерстиночкам. Еще раз под подбородком. Тут немножечко подтеняю. Вот тут точно можно подтенять. Вот эту часть ушка тоже шерстиночками. Вот так. Смываю кисточку. И тоже так разглаживаю. Еще пока не намечаю никаких шерстинок. Просто общий тон. Так, здесь чуть подчищаю. И точно таким же цветом можно вот здесь уже тоже наметить больше таких полосочек. Вот так, чтобы было потемнее. Угу. Все. Жду, пока подсохнет. Возвращаюсь к пледу. К пледику можно создать красивые фактуры. Он же у нас не просто бежевый, да, он у нас такой, какие-то полосочки. Я беру оранжевато-желтый цвет. Желтый плюс немножко оранжевого. И прям буду сейчас добавлять полоски, в принципе, куда мне больше хочется. Основные я вот знаю, где находятся. Например, вот это, да. С правой части она у меня будет поплотнее. С левой можно попрозрачнее или даже оставлять яркий белый блик. Смываю. Тут чуть мягче. Тут чуть мягче, вот на воланчике справа. Тут можно чуть даже больше оранжевинки, чтобы такой был объемчик на этом воланчике. Вот так. И вот так сейчас пробегаюсь по пледу, в зависимости от того, где у меня эта оранжевенькая полосочка есть, или я ее хочу наметить. Вот здесь она точно есть. Вот я ее и начинаю намечать. Вот тут она будет посветлее. А вот с этой стороны уже чуточку оранжевее. Так, с оранжевым тоном закончила. Сейчас возьму серый. Прям можно взять какой-то черный цвет, если есть, или смешать темный зеленый и фиолетовый, да, вот мое любимое сочетание. Чуть поинтереснее будет оттенок. Серый, но интересный. И вот таким серым цветом тоже прохожусь по полосочкам. Ну вот я точно помню, у меня вот здесь были эти полосочки. Тут и вот тут. Справа тоже они у меня темнее. Сюда прям кладу плотно тон. Потом смываю кисть. И вот тут вот слева кисточку отжала, чтобы было не очень много воды. И размываю. Растушевываю. Вот так. И опять-таки получается объем.
Смотрю, где у меня еще такие полосочки. Вот здесь такая полосочка. Значит, вот сюда больше тона. Так. Еще замес делаем. Сюда чуть больше. На выпуклую часть чуть меньше. Вот так. Отлично. Ну и пробегаюсь так еще по остальному скетчу. Сейчас я буду немножко от себя добавлять. Вот возьму тоже жженую умбру, коричневый теплый цвет. И еще подобавляю клеточек от себя, полосочек пока точнее. Мы потом еще сделаем здесь пару клеточек. Ну вот пока вот так вот жженой умброй тоже добавлю оттенков. Так. Смываю кисточку и точно так же на воланчиках, объемах стараюсь сделать посветлее. Вот тут. Так, еще чуть-чуть вот сюда объемчика, в тенюшечку вот в эту. Так, вот сюда. Угу. И еще немножечко вот сюда. Так. Серенького цвета еще вот здесь где-то можно добавить, чтобы был. Опять-таки подожду, пока подсохнет, и еще добавим теней и фактур. Возвращаюсь к котику, сейчас сделаем его глазки. Я для этого беру голубой цвет, абсолютно такой прозрачный голубой. Начинаю заполнять глазик цветом, очень прозрачно, оставляя в левой части белый блик. Цвет должен быть яркий, но белесый, прозрачный, да, то есть он не должен быть очень густой. Цвет должен быть легкий. Белый блик мы всегда можем потом восстановить белой гелькой, поэтому если вдруг все замазалось или утекло, ничего страшного. Вот такой полупрозрачный глаз я пока оставляю, потом затемним хрусталик, еще чуть-чуть кармина на носик, чтобы он был более такой миленький. Вот так. Ну и теперь пройдемся по фактурам. Я сейчас возьму кисточку потоньше. Возьму цвет тоже более такой насыщенный. Возьму коричневую, жженую умбру. И, возможно, да, добавлю фиолетовый, чтобы цвет был более темный. Вот так.
И начну проходиться по фактурам. Ну, во-первых, у нас вот здесь вот ушко более темное может быть. И я так тоже фактурками шерсти, да. Вот здесь у нас может быть больше тоже. Фактуры. Но не пытаюсь всю мордочку сделать такой супер темной. Нет, оно как бы так постепенно он осветляется и вниз приходит уже более светленько. Здесь вот тоже подтеняю макушку. И снова так. Немножко растушевываю. Таким же темным цветом можно немножечко вот тут вот за носом чуть-чуть подтенить. Тоже тут вот, да, немножко подтеняю, так немножко размою, потому что, опять-таки, мордочка, она все-таки в этой части, она в тени, поэтому может быть и потемнее. Немножко тем самым вытягиваю саму вот эту носовую часть чуть-чуть в объеме, да, она приподнимается из мордочки. У меня такой котик получается более рыженький, на референсе он более серенький. У меня за счет того, что у меня жженая умбра. Сейчас можно попробовать взять более холодную сепию, можно черный цвет, тогда цвет будет более такой серо-холодный, и на референс будет похоже больше. Ну, как бы это не обязательно, мне, в принципе, и теплый котик нравится. Так, немножко тоже по шерсти, очень плотно, надо больше водички. И вот такой полупрозрачной шерстиночкой прохожу здесь, немножко подтеняю вот тут под мордочкой, под губами, да, то есть на подбородке. Вот так смываю кисть, чуть-чуть подчищаю, чтобы это было не много отдельных мазков, а как будто бы так плюс-минус пятно. Здесь точно так же. То есть может быть немножко шерстинок и прорисовано, но в целом задачи именно миллион шерстинок нарисовать у нас нету. Тем более, что шерстинки мы всегда можем сделать потом линером, если нам вот недостаточно. Здесь вот какой-то этот узорчик сюда к макушке подвожу. Вот так. Вот так. Немножко здесь. И хочется немножко подтенить тоже. Вот так. Узорчик есть. Подтенение тоже есть. Вот так. Тут сильно под мордочкой темно не делаю, чтобы тоже не было такого сильного перепада. И такой же шерстиночкой вот тут вот можно парочкой мазков создать, как линером делали, так и краской немножко наметить вот эти вот шерстинки, особенно вот ближе к пледу, чтобы был эффект опять-таки тени, что вот туда подтеняется эта шерсть, он там уже не такой светленький. Вот так. Угу. Хорошо. Глазки, да, возвращаемся к глазкам. Я возьму сейчас, так, чуть причищу, возьму сейчас тот же наш голубой, в него добавлю черный. Цвет получится такой более
холодный, плотный. Не черный, а такой именно плотный, холодный. И где добавлю, чтобы наши хрусталики были максимально блестящие. Во-первых, вот здесь подтеняю глаз под верхним веком. Вот здесь. И вот с этой стороны тоже подтеняю глаз. То есть у нас вот тут внизу должно остаться белый такой полупрозрачный голубой. И вот тут. Блики мы потом вернем. Смываю кисточку, немножко размываю, чтобы это был плавный такой переход от полупрозрачного к такому более плотному сине-черному. И хрусталик за счет этого будет смотреться прям максимально объемно. Так, синевый больше. Глубокий синий. Вот так. Вот. И тут тоже не растягиваю на весь глаз, оставляю глаз полупрозрачным. Вот так, да, то есть уже блестит глазик. Отлично. Еще немножко розовинки можно добавить вот сюда в ушко, чтобы ушко было такое более нежненькое внутри. И более такой темный сепия, плюс может даже черноватый цвет добавить вот сюда, чтобы был немного не тот оттенок, да, более холодный. Так, еще хочется мне добавить охры в мордочку. Мою хорошенько кисть, беру охру и чуть-чуть вот сюда так. Большой кистью. Чуть-чуть желтиночки добавлю. Вот так. Вот такой у меня получается более серьезный котик. Возвращаемся к пледику. И снова пройдемся по сначала теням. Темным достаточно цветом. Вот можно взять ту же сепию с холодным каким-то оттенком. Ну, прям теневой такой цвет. Сепия плюс фиолетовый. Прохожусь, во-первых, вот здесь. То есть здесь прям тень. Вот этот весь элемент, он в тени. Дальше смотрю, где еще. Вот тут тоже на самом деле тень. Поэтому я вот сюда добавляю тоже такого более плотного пигмента. Вот сюда, в эту складочку тоже. И в целом вот эта часть, она тоже будет в тени. Так. Здесь примерно то же самое. Вот эта часть в тени. Вот это тоже. Так. И вот так. Тут тоже. Смываю кисть. Вот оно уже становится объемнее, темнее, плотнее. Нам главное вот эту часть завернуть под вот этот воланчик. Вот так. Еще буду брать более темный тон. Вот так. И сюда еще больше добавлять тени. Тут прям темно и не видно, что тут происходит на самом деле. Вот так. Туда подворачивается вот эта наша одеялка. Вот так. Складочка на складочку. Хорошо. Вот так. Здесь добавлю плотную складочку. Вот тут добавлю плотную складочку. Смываю, размываю немного. Так. Угу. И вот в этой части тоже добавлю такую, где-то тут, складочку, что вот оно там заворачивается, да, как будто бы. Тут уже можно так сильно не темнить, оно как бы на свету у нас. Ну, немножечко по воланчикам пройтись можно. Так, вот тут подтенила. Вот тут подтенила. Угу. Вот уже
завернулось наше одеяло. Жду, пока подсохнет. Добавим еще буквально парочку каких-то фактурок, да, еще полосочек, и, в принципе, будет одеялко готово. Мне хочется еще котику немножечко отбить, получается, мордочку от шерсти, и здесь как-то чуть-чуть так сгладить эту шерстиночку, чтобы она не была такой отдельной и резкой. А вот тут, наоборот, такая прям темная уже получается. Так. Чуть-чуть добавлю. Именно вот уже шерстинки рисую. Вот так. Еще чуть-чуть сине-темного цвета. Вот сюда. Вот так, такой прям глубокий хрусталик получился. Вот, все. И еще по пледу у нас тут проходит тоже какая-то, тут серая полоса проходит, вот можно взять. У нас это был фиолетовый и темно-зеленый. Так. А может и не надо добавлять такую, прям еще одну поперечную, мне кажется, и так хорошо. Можно просто здесь где-то еще сделать серую полосочку, чтобы чувствовался этот тоже пледик более полосатым. Так. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь эту серую полосочку можно добавить. Темнее. Тут темнее. Угу. Жженая умбра. Так, полосочку сделаем. Я вот тут еще такую полосочку сделаю, чтобы больше эффекта клетчатости было. Просто жженой умброй, достаточно полупрозрачно прохожусь. Чтобы получить какой-то такой дополнительный объемчик. Вот так. Вот. Все, пусть котик подсыхает. Я сейчас заполню надпись Хьюги черным цветом. Можно было бы коричневым, но у меня вот тут вот уже линии между собой объединяются, пересекают друг друга, поэтому я буду уже заполнять полностью черным.
ввела надпись. Ну и теперь пройдусь еще немножко линером по самой нашей картинке. Добавлю, да, еще деталей. Вот тут подштрихуем. Так. Без перебора, но создать какие-то фактурки действительно можно. Вот тут подштриховать тоже, да, на голове создать. Мохнатость. Тут вот точечки и усики. Что касается усиков, важно не пытаться рисовать ровный ус и не ведем его снаружи внутрь. Наоборот, отсюда и так и легко. Вот он здесь может быть толстенький, а наружу тоненький максимально. Вот так. Вот такой отличный усик. Пока черноусик, но мы ему добавим еще белой гелечкой. Белые усики. Тут по пледу тоже стараемся добавить каких-то фактур, которых, например, может не хватать. Плотности тона, штриховкой, углубления какие-то. Вот так. Вот тут подштриховываю, чтобы дать понять, куда у нас какая ткань спускается. Мы это делали вот этими вот окантовочками, да, какими-то симпатичными, но то же самое мы можем сделать еще и штриховкой. Максимально темные места тоже подштриховываем. Так. Здесь тоже так чуть-чуть. Тут не очень сильно, потому что здесь, в принципе, уже чувствуется воланчик. Вот тут я сильно подштриховывала, чтобы создать теневую часть. Вот так. Так. Немножко туда заворачиваем. Угу. Здесь наоборот, оттуда. Угу. Вот так. Угу. Объемненько, все отлично смотрится. Вот тут мне хочется немножко на ушко добавить капельку охры или желтинки какой-то, да, чтобы вот как-то здесь не только такой розовый цвет был, но и более охристый. Вот сюда еще на нос. У нас тут весь носик такой с охрой. Вот. Ну и в принципе нормально. Сейчас немножко подсыхает. Я беру белую гелевую ручку и добавляю последние штрихи. Ну, во-первых, шерстинки по макушке, чтобы отбить макушку от пледа.
Тут какие-то шерстинки могут идти более светленькие. Под глазиком обязательно подсвечиваю. И, конечно же, на глазике вот тут блик. Такой яркий. Беленький. Можно снизу даже немножко так подсветить. Тут тоже можно снизу подсветить и еще блик добить. Сделать его более объемным. Сразу глазки такие живые, красивенькие. Так, можно чуть-чуть шерстиночек добавить светлых. Вот тут под глазиком тоже. На носик обязательно блик тоже ставлю. Верхнюю часть и слева. Чтобы носик тоже блестел. Можно и усики беленьким сделать. Парочку. Вот на этой стороне будет плохо видно. На этой будет получше. Тут каких-то шерстинок можно добавить. Вот тут. Так, еще чуть-чуть больше блика в глаз. Прям на зрачок захожу. Не только где-то так сбоку каким-то отдельным кусочком. Нет, я прям захожу сильно на зрачок. Вот на темную вытянутую вот эту вот часть. Так, хорошо. Это что касается котика. Здесь точно так же мы можем поставить яркие блики, чтобы надпись смотрелась веселее. Так, тут. И вот здесь смотрю, какая у меня часть выходит вперед, да, а какая прячется. Вот так. То есть я тем самым немножечко создаю интересное такое переплетение. Где какая впереди, где какая сзади. Вот так. Хюгге, отлично. Ну и по самому пледу тоже можно пройтись белой гелькой. Естественно, в светлых вот в этих оттенках белой гелечки особо видно не будет. Но вот тут по каким-то тоже, да, подсветить бликом это можно. Чтобы появилась дополнительная фактура. Ну вот, все, такой котик у нас получился. Можно еще тут чуть-чуть поставить вот этих точечек в районе усиков. Угу. Вот так.